Добрый день, мои дорогие подписчики и случайные посетители моего канала. С вами Таша Муляр. Сегодня хочу рассказать вам о том, как в моей семье готовят сельдь под шубой. Я думаю, что это традиционный салат, который готовят практически в каждой семье. Так вот, чем же он так примечателен? Я думаю, что в любом кулинарном рецепте есть какие-то такие фенечки хозяйки, да, за счет которых блюдо получается отличным от других. Вот и у меня тоже есть мои такие фенечки, о которых, собственно, я хочу вам рассказать в этом видео. Смотрите. Нам понадобится 5 картофелин вот такого размера, достаточно крупные, ну, среднего, да, я сказала, размера. Вот такая достаточно тоже крупная морковка, 2 штуки, и 2 средних таких свеклы. 6 яиц, сельдь я взяла матис. Можно на самом деле и взять, почистить сельдь. Мне, например, муж очень хорошо чистит сельдь. Кстати, если будет интересно, пишите. Мы покажем, как чистить сельдь, потому что у мужа это получается просто потрясающе, на мой взгляд. И майонез, вот я тоже взяла такой скит провансаль, но на самом деле можно и МЖК, и какой-то другой марки, который вам больше нравится. Ну, я бы сказала, набор продуктов не затейлив, да. Вот, итак, теперь мы сварим овощи. В процессе варки я вам тоже открою один секрет, такой нюанс, как нужно варить овощи. Даже есть 2 таких акцента, секретика, мои личные, да, вынесенные с жизнью, так скажем, вот, которые влияют на конечный результат приготовления салата. Ну что, поехали. Итак, первый секрет, ну, не секрет, а такая добавка. Овощи нужно посолить в процессе варки. Почему это нужно сделать? Потому что в этом случае у них не будет вот такого, знаете, безвкусия. Ну, они такие, как ватные получаются, когда их не посолишь, а посолишь уже в салате. Вот, поэтому где-то вот я, видите, по столовой ложке на вот такую кастрюлю. Как вы видите, я варю отдельно морковь и картофель, и отдельно варю свеклу, ну и, понятно, яйца. Итак, первое, овощи нужно обязательно посолить в процессе варки, тогда вкус у блюда будет более насыщенный. Так, второй очень важный момент, про который я хотела бы сказать, обратить ваше внимание, нам нужно не переварить овощи, они должны быть чуть-чуть как бы недоваренными, да. Как это попробовать? Вот мы ножом протыкаем морковь, и нож в нее входит, ну, достаточно мягко, но с таким сопротивлением моркови, скажем, да. Это говорит о том, что морковь готова, и она той консистенции, которой нам нужно. И, соответственно, картошка тоже, так скажем, аль денте немножко. Для чего это нужно? Для того, чтобы, когда мы будем натирать на терке наши овощи, они не крошились, да, а все-таки сохраняли форму, и у нас салат не превратился в кашу. Это такой очень важный момент. То же самое будет и со свеклой. Вот она у нас еще варится. Вот ее также нужно будет пробовать ножом. Вот сейчас, видите, он вообще туда практически не втыкается. То есть, когда он будет входить, но достаточно легко, но с небольшим все-таки сопротивлением. Ну, это, знаете, со временем вот можно будет уже четко определить, ну, по опыту, да. Ну, в общем, нож должен входить, но жестковато, вот так скажем, она должна быть. Тогда это будет та свекла, той консистенции, которая нам нужна для нашего салата. Итак, сейчас достаем овощи, охлаждаем. У нас варятся яйца, и наши сваренные овощи остывают. Мы с вами подготовим непосредственно саму сельдь, да, которая и пойдет под шубу. Вот. Мы возьмем луковицу. Нарежем ее мелкими вот такими как кубиками. Ну вот, видите, достаточно мелко. Ну, это, конечно, в принципе, по вкусу. Мне нравится, когда лук немножко хрустит потом в салате. И нам сейчас нужно будет его залить кипятком, для того, чтобы, когда у нас салат стоит 1-2 дня, больше, естественно, не рекомендуется. Но обычно он больше не стоит, потому что его съедают. Вот, мы зальем лук кипятком. Вот, возьмем миску, кипяток. Буквально на 2-3 минуты мы подержим лук в кипятке, то есть он у нас еще как бы не сварится, да, но при этом уйдет его горечь. То есть когда он у нас потом полежит в салате, не будет ощущения вот этой вот такой, знаете, неприятной горечи. Вот. И пока у нас лук стоит, мы нарежем сельдь. Сельдь я взяла матис, как я сказала, но на самом деле можно взять любую сельдь, а еще лучше самим почистить ту сельдь, которую вы любите.
Итак, сейчас подготовим сельдь. Сельдь мы достаем и нарезаем ее вот такими вот достаточно мелкими кусочками. Хорошая такая, жирненькая. Масло нам, в которое сельдь лежит, не нужно. Его мы, соответственно, потом сольем. Вот. Я вот считаю, что мельче селедку резать не надо, иначе потом, когда гости начинают есть салат, ищут все в нем сельдь, а сельди-то в нем и нет, собственно говоря. Вот, чтобы сельдь ощущалась, мы ее мельче не будем нарезать, оставим вот такими вот кусочками. Вот, пока мы резали сельдь, лук у нас готов, мы его сливаем. Вот так вот у нас получился лук. И теперь мы сельдь добавляем в лук и делаем такую, скажем, основу для нашего салата. Это будет нижний слой. Когда мы начнем укладывать слои, вы это увидите. Я еще обычно люблю это поперчить. Ну и в зависимости от того, какая соленая сельдь и насколько вы любите соленая, можно еще и подсолить, ну попробовать, да. Некоторые еще, я знаю, лимончиком вот это можно полить, кто любит покислее. Ну вот у меня в семье так не любят, вот, хотя, в принципе, получается очень вкусно. Я еще иногда тру сюда вот антоновское яблоко. Это тоже дает такой пикантность и кислинку. Мне тоже так очень нравится. Но вот у меня, к сожалению, муж так не любит, поэтому я так сейчас не делаю. Вот, но вам как идею, да, вот можно потереть сюда антоновское яблоко, будет тоже очень вкусно. Вот, итак, сейчас мы чистим овощи, чистим яйца и начинаем все укладывать по слоям. Подготовительную работу. У нас есть подготовленная сельдь, подготовленные овощи, яйца уже почищенные, сваренные. Ну и теперь начинается самое таинство. Как мы будем укладывать слои. В этом есть тоже свои нюансы, которые я вам сейчас обязательно расскажу. И я думаю, что после этого вы все будете королевой вечера. Ну, королева сельдь, если можно так сказать. Так, мы берем терку. Я буду делать сразу две формы. Да, выкладывать нужно сразу в той форме, в которой у вас вы будете делать подачу на стол, из которой вы потом будете подавать это гостям и есть. Вот, я поэтому хочу вам показать, что мы будем с вами наполнять большую форму сразу и индивидуально. Можно делать такие салатники, да, каждому. Значит, на нижний слой мы сначала трем картофель. Вот это тоже важно. Сейчас я вам объясню, почему. Мы трем чуть-чуть картофеля. Ну, вот туда можно перемещать отсюда. Вот, я думаю, что столько достаточно. В нижний слой обычно все традиционно делают саму сельдь. Почему я ее перемешиваю с небольшим количеством картофеля? Потому что, когда внизу находится только сельдь, и когда вы потом лопаточкой, да, подхватываете кусочек, который собираетесь переложить на тарелку, как правило, сельдь всегда остается в салатнике. Вот чтобы этого не происходило, нам нужно связать сельдь со следующими слоями, то есть с картофелем, который будет потом слоем за сельдью. Поэтому мы сначала вниз кладем чуть-чуть картофеля, потом на него мы выкладываем нашу сельдь. Вот видите, чтобы у нас не было ощущения у гостей, что сельди мало, мы ее кладем достаточно много, чтобы ее потом никто не искал там. И все-таки, чтобы это была сельдь под шубой, а не шуба без сельди. Ну вот. Вот таким образом мы распределили нашу сельдь. И видите, за счет того, что она у нас лежит на картофеле, да, на небольшом количестве картофеля, когда мы будем потом подцеплять, она не будет ссыпаться, так как картофель, он более вязкий, чем сельдь. Дальше мы добавляем майонез. Ну, сразу хочу сказать приверженцам очень здоровой пищи, что, конечно, майонеза в этом салате много. И когда мы собираемся его готовить, мы уже сразу и заранее понимаем, что это не очень здоровая пища. Поэтому уж если готовить, то готовить, либо вообще тогда не готовить, считая его вредным. Поэтому майонез надо все-таки использовать достаточно обильно, потому что в противном случае салат будет просто сухой, и у него не будет вот этой вот, знаете, такой вот влажной изюминки, да, вот этой пропитки, когда все слои, ну, как бы сочно, у меня даже слюноотделение началось, сочно и вкусненько ощущается во рту. Вот, вот мы с вами сделали подготовку первого слоя, и далее мы с вами трем весь картофель наш, который мы подготовили. Ну, здесь вы, конечно, тоже в зависимости от формы регулируете количество. Трудно
заранее сразу предусмотреть точно, сколько вам будет картошки. Уже потом опытным путем вы будете понимать, что на такую-то форму вам нужно вот столько-то картошки, да. Я, честно говоря, планировала делать изначально его тоже в другой форме, но сейчас она у меня оказалась занята, поэтому делаю вот в этой. Вот. В маленькую формочку мы будем откладывать прямо отсюда. Почему мы с вами чуть-чуть не доваривали овощи? Видите, они достаточно твердые. То есть картошка, она не рассыпается у меня в руках, и это очень важно, потому что в противном случае наш салат не будет, так скажем, пушистым, да? То есть вот я потерла, распределяю. Так, вот видно, что можно еще добавить, да, чтобы у нас был слой. Сильно приминать не нужно. То есть мы сохраняем с вами вот эту пушистую консистенцию, которая придает нежность нашему салату. У меня обычно гости, когда едят этот салат, очень всегда радуются. Говорят, что он какой-то восхитительный. Ну, надеюсь, что они не лукавят. Мне лично тоже очень нравится. Вот, поэтому, вот видите, прямо картошка трется вот такими вот как бы хлопьями, да. То есть она не превращается у нас в пюре. И именно вот эта ее твердость, еще раз повторюсь, и дает нам воздушность нашего салата. То есть у нас с вами были такие 3 изюминки от меня, так скажем. Первое, это что нужно обязательно солить овощи, когда вы их варите. Второе, это что нужно овощи не доваривать чуть-чуть, да, ну, то есть не допускать их разваривания, так скажем. Вот давайте в индивидуальную мисочку тоже добавим картофеля. Вот. И третье, это у нас добавить в сеть слой картошки в начале, для того, чтобы лучше браться. Вот такие вот 3 лайфхака, как говорит сейчас молодежь, от меня вам в подарок, да. Вот, я думаю, что картофеля уже здесь у нас практически достаточно. Следующим слоем будем делать майонез. Сейчас мы добавим опять майонеза. Вот. Да, кстати, я вам хотела сказать, почему мое видео так странно называется «Сельдь под шубой на бровях». Вы знаете, у меня очень вообще на разные темы видео на моем канале есть. И как укладывать волосы, и как делать самой себе макияж, и как завязывать платки, и как сделать себе челму. Но почему-то комментарии, там много комментариев к этим видео разного характера. Есть, кстати, очень полезные советы мне дают тоже люди, вот, спасибо большое. Но почему-то прям вот все обсуждают мои брови, понимаете? Вот я вам про платки, вы мне про брови, я там про макияж, мне про брови. И поэтому я решила, что вот как-то без бровей даже в селедке обойтись нельзя. Вот, поэтому вот у нас сельдь под шубой на бровях, да. Сейчас, кстати, у меня мои собственные брови, они вообще никак не покрашены. Можно тоже обсудить, посмотрите, как эти брови вам. Вот, кто не видел мои брови в предыдущих видео, я вот вам здесь ссылочки дала. Можете перейти, посмотреть, тоже мне будут интересны ваши комментарии. Вот, мы пока с вами, видите, проложили еще слой майонеза. Ну, здесь я повторюсь, по вкусу, конечно, кому-то много, кому-то мало. Ну, вот я считаю, что для того результата, который мне нравится, нужно вот такое вот количество. То есть ни много, ни мало. Почему я выбрала скит? Ну, потому что я люблю такой достаточно жирный майонез. Честно говоря, мне нравится больше всего московский провансаль. Его просто не было в магазине. Поэтому при всем богатстве выбора для меня следующий стоит это по рейтингу скит. Вот видите, мы сейчас с вами индивидуальную мисочку такую сделаем. Далее мы Итак, у нас остался последний слой, это яйца, как я уже говорила. Сейчас мы нашу радостную композицию прикроем таким пушком, снежком. Вот, мне кажется, что как раз это новогоднее блюдо, мы его сейчас таким снежком-то и упутаем. Яйца мы уже можем тереть на более мелкой терке, видите, вообще как красиво получается.
То же самое. Почему я все тру вот сюда, а не на доску? Ну, мне кажется, что так быстрее. Ну и вообще, на мой взгляд, это достаточно быстрое в изготовлении блюда. Ну, то есть пришел, овощи помыл, пока они варятся, какие-то другие дела делаешь, когда они уже сварились. Ну, вот так вот. Раз, все потер. Ну, для меня это как-то вот быстрее, чем резать кубиками оливье. Оливье я тоже очень люблю делать. У меня все домашние его обожают. Вот. Но сельдь под шубой это, конечно, хит. И это прямо почему-то исторические настроения Нового года. Сейчас, кстати, в конце ролика, вот таким, можно сказать, вам бонусом за терпение, будет видео с моей прогулки по предпраздничной Москве, такой рождественской Москве. Очень красивая, с Красной площади, там и карусель, рождественский базар около ГУМа. Вот, для того, чтобы у вас у всех появилось настроение праздника. Ну вот, смотрите, у нас такой тут получился с вами веселый снежок. Вот как вы считаете, ну, мне кажется, что яйца сверху гораздо симпатичнее выглядят, чем вот эта майонезная свекла. Вот, сразу какое-то такое все радостное. Можно потом маслинами украсить или зеленью. Вот индивидуальная мисочка у нас тоже вот такая. Ну все, осталось мне только тут немножко прибраться и поставить, пожить ее немножко в холодильнике. Вот, до прихода моих любимых мужчин, мужа и сыновей. С вами была Таша Муляр, сельдь под шубой, брови. И, как обещала, про розыгрыш. 29 декабря в моем аккаунте Таша, _бежу в Инстаграме, я разыграю новогодние серьги моей работы. Я же дизайнер украшений. Это очень красивые серьги со Сваровски, блестящие такие. Для того, чтобы принять участие в этом розыгрыше, необходимо сделать 3 вещи. Первое. Быть моим подписчиком этого канала на YouTube. Прокомментировать это видео и оставить в нем ваш аккаунт в Инстаграме. И, конечно, подписаться на мой Инстаграм. Более подробно правила конкурса будут написаны в описании этого видео. Буду всех очень рада видеть среди участников конкурса. Ну и, конечно же, в следующих своих выпусках я сообщу, кто был победитель, и покажу эти серьги. Большое спасибо за то, что были со мной и вместе готовили праздничную сельдь под шубой. Подписывайтесь на мой канал. Не забывайте ставить лайки, пишите комментарии и обязательно нажмите колокольчик для того, чтобы первыми увидеть мое новое видео. Таша Муляр. Пока-пока. Я люблю ребят высоких, чернобровых, да краснощеких.